Всем здравствуйте, всех вас рад видеть на моей небольшой разводне. Сегодня речь пойдет про оборудование. Покажу вам, какое у меня оборудование. Я уже делал об этом ролик. В основном покажу, какие минусы есть, что стоит переделать, доделать, где мне удалось сэкономить, потому что основная цель замены моего оборудования было, чтобы сэкономить средства, потому что электроэнергия не дешевая. Ну и давайте начнем с аэрлифтов. По аэрлифтам пробежимся. У меня 3 вида аэрлифтов. Значит, с 2 губками аэрлифт. Посмотрите на него. Довольно-таки хороший. Но есть минусы у этого аэрлифта. Значит, еще один аэрлифт. Вот здесь, наверное, получше будет видно. Такой вот большой, тоже самодельный, с 1 губкой. Ну и вот еще один аэрлифт. Посмотрите, тоже довольно-таки хороший, с 1 губкой. Ну и вот такие вот покупные. Здесь барбусята мешает. Вот здесь получше его будет видно. Значит, что касается аэрлифтов. Какой аэрлифт, на мой взгляд, самый такой хороший? Ну, все они хорошие, какой-то вот один выделить не могу. Ну, на мой взгляд, это вот этот аэрлифт. Самый простой, с 1 губкой. Конструкция у него простая, как я его делал. Есть видео, но там стеклышко одно, нужно 2 стеклышка ставить, тогда и получше будет. То есть стекло к стеклу приклеить, дырочку просверлить. Я буду делать такой аэрлифт, потом вам видео покажу. Ну, такие аэрлифты тоже очень хорошие, очень просто замечательные аэрлифты. Вот этот аэрлифт тоже неплохой. С 1 губкой, давайте я сейчас вытащу, прямо вам покажу. Вот, видите, 1 губка, все просто, там вот дырки насверлены, вот, дырочки, здесь вот подача воздуха. Работает замечательно. Вот сверху, видите, такой у меня отводик, но не нужно его ставить, вот просто обрезать надо и все. Сейчас я вам покажу двойной, вот у меня здесь есть он. Вот двойной аэрлифт. Вот с 2 губками. И видите, здесь расстояние, там скапливается грязь. Возможно, это хорошо, возможно. Но вот где дырочки, их нужно чуть-чуть отодвинуть от вот этой основной трубки. То есть, как бы показать вам. Сейчас вот так, наверное, положу, прислоню. То есть вот эти чуть наклонить сюда, отодвинуть, будет гораздо лучше. Где-то сантиметров на 5, видите, нет расстояния. И еще, если такие аэрлифты будете делать, видите, я здесь как экспериментально поставил маленькую губку, посмотреть, как грязь там будет падать или задерживаться. Но она все равно задерживается. Нужно вот эту вот присоску, там на присоске держится, видите. Эту присоску нужно что-то придумать, чтобы она побольше была, что ли, как-то вот отодвинуть. Я пока думаю, возможно, дополнительные какие-то хомуты поставить. Тогда грязь не будет задерживаться, а будет падать. Так что аэрлифты прям я вот рекомендую. Вот видите, посмотрите, какое количество здесь рыбок. И один аэрлифт справляется. Сегодня мыл губки, очень они такие грязные. Ну, еще подача дополнительная здесь, видите, воздуха. Не хуже, чем вот этот механический работает. Хотя здесь тоже подача воздуха есть. То есть, могу вам так сказать, во многих аквариумах я заменил вот такие вот фильтра. Кто знает, это Чемпион. Сейчас, по-моему, Атман они называются. 11 ватт. Ну, когда замеряли, у меня есть видео, сколько они потребляют энергии. По-моему, там 9 ватт выходило, вот, максимум. Ну, могу вам так сказать, это приемлемо.
9 ватт это нормально. И у меня их немного. У меня практически везде, вот посмотрите, аэрлифты стоят. Аэрлифты везде. Ну это в таких вот пластиковых емкостях. То есть здесь тоже посмотрите, аэрлифт. Ну вот, можно сказать, только у анцитрусов, да, но им нужна хорошая такая продувка и чтобы течение было. А так во всех, посмотрите, очень хорошо работает аэрлифт. Вот видите, разные. Я экспериментировал, разные делал аэрлифты. И вот тем самым я очень много сэкономил на электроэнергии. Вот здесь два аэрлифта вот таких стоит. Смотрите, в большом аквариуме. 200 с лишним литров аквариум. Ну, пока водичка до конца не заполнена. Вот аэрлифт. Сюда тоже аэрлифт поставлю. То есть, вот, можно сказать, потребляет энергию у меня. То есть, рыбок здесь немного. Ну и можно будет сэкономить. Давайте дальше перейдем. Вот этому вот компрессору, он у меня уже поработал. Это Atman DP40. Ну и просто супер. Он очень мало потребляет энергии. Тоже есть видео, сколько он потребляет. Не помню, по-моему, 30 или 35 ватт. Ну вот плюс-минус, что-то в этом роде. И я заменил. У меня, значит, стоял вот такой за место него. Ну, здесь можете наблюдать, 35 ватт он потребляет. Ну, по-моему, чуть меньше тоже замерял. Один вот еще на подстраховке у меня был. Но он здесь так и стоит, мало ли что. Я его сразу подключаю и в магистрали он работает. Ну, у меня сейчас еще остался DP30 вот здесь. Вот он, на подстраховку. Я его, скорее всего, вот сюда поставлю. И он здесь будет за место этого стоять. Ну, а эти продам по дешевке за недорого. Они шумят, греются, но работают отлично. То есть их можно открыть, здесь вот открывается, заменить там резиночки и будет работать. То есть этот еще меньше потребляет, но мне чуть-чуть мощности не хватало. Сейчас у меня во многих аквариумах, вот, допустим, как здесь, 200-литровый аквариум, стоит аэрлифт. Еще и посмотрите, вот продукт какая. Смотрите. И так во многих. Здесь два аэрлифта. Посмотрите, как булькают они. Где-то дополнительная продукта стоит. Ну, в общем, я очень доволен. То есть в каждом аквариуме у меня дополнительная подача воздуха. То есть если у кого-то разводня, обязательно, ну вот, поставьте, не пожалеете. То есть такой поставьте. Еще, кстати, у меня стояли, помимо этого, 3 штуки компрессора. Если я не ошибаюсь, тоже Чемпион. Они у меня где-то лежат, не хочу доставать. Чемпион 0,98. Они немного потребляют, там, по-моему, 5 ватт, что ли, плюс-минус. Но все-таки дополнительные нужны розетки и так далее. Ну, как-то я отказался от этого. Один поставил и все. На всю разводню, представьте, работает один DP40. Тоже очень, ну, очень рад, что я его приобрел. И один у меня еще вот здесь на запас. Далее идем. У меня во многих ранее аквариумах стояли вот такие вот обогреватели. То есть, кто помнит такую мою разводню начальную, посмотрите видео. У меня вот здесь были нерестовички, немного. И в каждом стояли обогреватели. Здесь вот были обогреватели в этих аквариумах. Много розеток. Вот видите, сколько. Сейчас пустые. Все розетки пустые. Здесь, вот здесь все было розеток. В общем, где-то даже тройники стояли. Я отказался от них, от всех. И установил себе вот такой вот конвекторный обогреватель. Он очень хорошо работает. Я выставил температуру, здесь даже выключаю, сейчас вам покажу. 23 градуса. И все, когда температура опускается до 23, он включается, нагревает и вот периодически так работает. Я не могу сказать, что он экономичный. Не могу сказать. Наверное, плюс-минус, если обогреватели подключу, они будут работать, примерно так же потребляют. Но что мне понравилось, это я сказал плюсы, то есть здесь стабильно одна и та же температура. Стабильно. То есть нету никаких скачков.
У меня практически вот рыбки сейчас не болеют вот манкой, как называют, ифтиком, да, то есть нету налета какого-то, ну, из-за перепада температуры в основном манка появляется, то есть сейчас этого нету, и он один справляется. По-моему, он 2000 ватт, то есть очень доволен, но, как я сказал, сэкономить на нем не удастся, он не такой экономичный, как я думал. То есть, конечно, после того, как я убрал отсюда все вот обогреватели, здесь у меня были не ростовики, сейчас они наверх переехали, то, конечно, плюс-минус то на то и выходит. Но плюсов гораздо больше, даже если вот этот конвекторный обогреватель потребляет больше, то ничего страшного. За счет стабильности, за счет того, что рыбки меньше болеют, меньше на лекарства уходит и так далее. Обогреватели не нужны, я половину их раздал, еще раздам, ну просто раздавал. Так что вот такие вот огромные плюсы. Давайте дальше по оборудованию. Сачки, смотрите, разные сачки, нужно поменять обязательно сачки. Какие-то докупить, у меня вот такого сачка нет, видите, я здесь что-то там придумывал, подшивал и так далее. Здесь они у меня висят, сушатся, это дезинфекция. Кто не знает, обязательно с очком, который вы в один аквариум залезли, он мокрый, в другой аквариум им не лезьте никогда. Пусть вот так висят, подсушились, вот видите, у меня здесь насверлено, подсушились, все, и потом можете ими пользоваться. Обязательно шлангочки, я делал про это видеоролик. Возьмите шланг, карчер называется, это неправильно, керхер. Керхер шланг, и не пожалеете. Просто одно удовольствие, он мягенький, ну вот это самый дешевый. Работать одно удовольствие с таким шлангом. Посмотрим, сколько он прослужит. Я думаю, минимум лет 5. То есть я использую, ну, практически там сколько, 2-3 раза в неделю, иногда даже чаще. Далее, что у меня обязательно есть? Ведра. Ведра тоже хочу поменять. Видите, некоторые ведра, там ручка сломалась, разные ведра. Ну, не так их много, нужно еще ведра. Они, конечно, выручают. Ну, вот этому ведру лет 8 я им пользуюсь. Ну, примерно, плюс-минус. Какие-то вот новые там ведра прикупал, чтобы где-то слить воду, еще что-то сделать, подменить. Это вот основное, то, что я вам хотел сказать. Конечно, это про аэрлифт и что удалось сэкономить вот именно на электроэнергии. Также по свету, давайте немного сейчас по свету вам, потому что тоже поэкспериментировал, значит, ленты. Давайте начнем с лент. У меня была лента одна такая длинная, если вы помните, вот так сюда, то есть на все аквариумы один раз подключил, и все аквариумы включилось. Мне не понравилось, она потребляла, вот эта лента, если я не ошибаюсь, 5 метров, по-моему, было 70 ватт. Это очень много, очень много. Причем, когда я ее разрезал, она потреблять стала меньше. То есть вот там кусок здесь, по-моему, 2 метра. Ну, здесь, по-моему, даже больше 5 было, не помню, 6 или 7, ну, не суть. То есть не делайте длинную, если ленту делаете, максимум 2 метра, максимум. Потреблять будет просто в разы меньше. Очень сразу экономично стало, потому что я проверяю все. Но они мне вот как светят, ну, не очень они нравятся мне. То есть вот такие вот лампочки, смотрите, вот здесь, видите, лампочки разного спектра, тоже я с растениями, помните, экспериментировал, вот они стоят, они получше, то есть там патрон, лампочку вернули, поменяли. На мой взгляд, ну, лампочка проще, вот в каждый аквариум такую лампочку, чем лента. Да, ленту тянуть, видите, она опять, вот посмотрите, на всю длину я ее сейчас включил, она очень много потребляет. Такая лампочка меньше, то есть 5 ватт она потребляет на каждый аквариум, просто чтобы рыбу было видно, когда вы ловите. Можно там и 7 ватт поставить. На мой взгляд, этого достаточно. То есть что касается света, на свету, если можно так выразиться, мне не удалось сэкономить. То есть у меня, ну, практически, видите, в каждом аквариуме свет. И здесь вот лента я опять отрезал. Вот она так туда, здесь, сюда приходит. Я как бы отсюда
Ее убрал, вот она висит, видите, я ее тоже обрежу. Обрезать хочу, чтобы пустить, ну, только внизу, нижний ярус будет подключаться, обрежу, и только верхний будет подключаться. Ну, оставлю, хочу посмотреть, сколько она у меня прослужит. Уже где-то она года 2 у меня стоит. Может быть, нет, год, наверное, год. Год, может быть, 1,5. Вот. Ну, здесь тоже, видите, лента. То есть спектр цвета желтый, белый где-то стоит. Ну, лучше лампочку. Вот здесь у меня лампочка стоит, пожалуйста. Прожектора тоже, кстати, есть. Прожектор светит очень хорошо. Вот для растений, если бы я для разведения, я бы лампочки и ленту не ставил. Только вот такие прожектора. Здесь растения растут как на дрожжах. Просто. Могу вам так сказать. Один прожектор и очень хороший рост показывал. Здесь помимо того еще этот цвет попадает на валиснерию. И валиснерия гигантская тоже растет хорошо. Но что я заметил, здесь очень много водорослей. Посмотрите, сколько там, как их называют, неблагоприятные водоросли. Это я не чищу, причем на растениях нет. Вот они где-то на камнях там. В общем, водорослей много. Но, еще раз вам скажу, прожектор для растений, на мой взгляд, получше. То есть, если в таком 200-литровом аквариуме растения, допустим, выращивать сюда таких 3 прожектора или 2, и будут расти как на дрожжах. Ну, это в зависимости от того, какой вы темп рост хотите, чтобы растения росли быстрее или как. Ну, здесь тоже у меня прожектор. 10 Вт прожектор, который вы ранее наблюдали, тоже 10 Вт. Тоже попадает сюда на валиснерию. Я ее подрезал, она что-то приболела, и вот только начинает сейчас немного так потихонечку вся приходить и показывать такие неплохие темпы роста. Так что вот такой небольшой обзор про оборудование. Со светом буду еще экспериментировать, не знаю, как уменьшить, чтобы вот на свет, именно вот за счет света, там лампочки ставить или ленту. Буду еще экспериментировать, чтобы еще расходы немного сократить. Ну, я растениями не занимаюсь, в основном у меня свет выключен, включаю только когда ловлю рыбку, на ночь включаю где-то там, вот где растения есть. Здесь у меня лента, она здесь включена, ну, практически сейчас именно, на протяжении всего дня. Надеюсь, кому-то этот обзор был полезным на мое оборудование. Надеюсь, все сказал. В основном, конечно, хотел про аэрлифты сказать. Ну вот, не поленитесь, сделайте вот такие аэрлифты. Работают просто на ура. Ну, поэкспериментируйте для себя там, посмотрите, как лучше сделать. Путем эксперимента, я думаю, все получится. Всем вам огромнейшая благодарность за просмотр этого видеоролика. Пусть у вас все будет хорошо.